Эту историю невозможно назвать просто удачей. Это рассказ о невероятной связи между человеком и животным, которая оказалась сильнее смерти. 84-летний ветеран американской армии Рон Уильямс жил тихой и размеренной жизнью. Единственным его близким другом был кот по кличке Флаффи, которого Рон взял из приюта всего за несколько месяцев до того рокового дня. Рон был человеком одиноким, но не чувствовал себя брошенным. Он постоянно разговаривал с Флаффи, словно тот был его боевым товарищем. У Рона была забавная привычка. Каждый раз, когда звонил мобильный телефон или когда он брал его в руки, он ласково приговаривал коту: «Ринг-а-динг, Флаффи! Ринг-а-динг!» Старик и не подозревал, что эта присказка станет для него паролем к жизни. Трагедия случилась обычным утром. Рон только что вышел из душа, когда его ноги внезапно подогнулись. Падение было жестким. Старый солдат рухнул на холодный кафель ванной, и его рука оказалась намертво зажата под собственным телом. Рон обнаружил, что полностью парализован и не может сделать даже малейшего движения. Самое страшное заключалось в том, что его тревожная кнопка для вызова помощи осталась заряжаться в другой комнате. Мобильный телефон лежал на раковине всего в паре шагов, но в его положении это расстояние было непреодолимым, как океан. Шли часы. 1 час, 5 часов, 10. Тело ветерана коченело на холодном полу, мышцы начали отказывать, а надежда угасать. Флаффи все это время был рядом. Он не уходил на кухню за едой, не ложился спать в кресло. Кот кружил вокруг хозяина, заглядывал ему в глаза и, казалось, чувствовал каждое его болезненное дыхание. Прошло 16 часов. Наступила полночь. Рон чувствовал, что его сила на исходе, и он может не дожить до утра. В этот момент отчаяния он вспомнил о своей старой привычке. Он посмотрел в глаза коту и из последних сил прошептал: «Флаффи, ринг-а-динг, ринг-а-динг, ты моя единственная надежда». То, что произошло дальше, не поддается логике животных инстинктов. Флаффи, который обычно был просто ленивым домашним котом, внезапно встрепенулся. Он запрыгнул на высокую раковину, нашел среди туалетных принадлежностей мобильный телефон и, схватив его зубами, спрыгнул вниз. Через мгновение Рон почувствовал, как что-то твердое и пластиковое коснулось его свободной руки. Это был телефон. Рон сумел набрать 911. Когда спасатели выломали дверь и вошли в ванную, они застали невероятную картину. Истощенный старик прижимал к себе телефон, а рядом с ним гордо сидел кот. Врачи позже сказали, что еще пара часов, и сердце ветерана не выдержало бы нагрузки и переохлаждения. Эта история облетела весь мир. Специалисты по поведению животных были поражены. Кот не просто выполнил команду, он проявил эмпатию и способность к сложному мышлению в кризисной ситуации. Он понял, что именно этот предмет, ринг-а-динг, связывает его хозяина с внешним миром и спасением. Сегодня Рон Уильямс снова на ногах. Он говорит, что теперь Флаффи для него не просто домашний питомец, а настоящий ангел-хранитель с хвостом и усами. «Я выжил на войне. Я прожил долгую жизнь», — говорит Рон, «но самый важный урок я получил на полу собственной ванной. Любовь и преданность могут совершить невозможное, если в них по-настоящему верить».